Всем привет! Со всех сторон только и слышно «будь собой», «будь настоящим», «будь аутентичным», особенно в сети. Но что, если вся эта аутентичность — это просто еще один спектакль, который мы разыгрываем? Давайте попробуем разобраться, где в этом спектакле заканчивается наше «я» и начинается роль. И вот с этого вопроса, пожалуй, все и начинается. Сама мысль, что наша искренность может быть игрой, это же полностью меняет взгляд на привычные вещи, правда? Давайте копнем глубже. Для начала давайте посмотрим на эту самую аутентичность, ну, скажем, с точки зрения социологии. Что если наша искренность — это на самом деле не что иное, как социальная роль, которую мы просто очень хорошо исполняем? Тут, смотрите, важно не путать. Личность — это то, кто мы есть на самом деле, внутри. Наши мысли, чувства, характер. А вот роль — это то, что мы делаем. Наше поведение, которое видят окружающие. Это, согласитесь, совсем не одно и то же. Ну, если по-научному, это и есть социальная роль. По сути, это такой негласный сценарий поведения в обществе. Он говорит нам, как себя вести, чтобы нас поняли и приняли. И это не что-то врожденное. Мы этому учимся с самого детства. И у любой такой роли, будь то родитель или, скажем, популярный блогер, есть три основных столпа. Во-первых, это ожидание, то, чего от нас ждет аудитория. Во-вторых, есть сценарий, как именно нужно себя вести. Ну и в-третьих, санкции. В онлайне это лайки, если хорошо играешь, или хейт, если сбился с роли. И вот тут самый интересный момент. Мы ведь не то чтобы прям сознательно выбираем себе роль. Чаще всего мы просто адаптируемся. Интуитивно подстраиваемся под то, чего от нас хотят другие. Просто чтобы получить признание, чтобы быть своим. Окей, с ролью понятно. Но есть еще кое-что, еще один слой, который все усложняет. Оказывается, то, как нашу роль воспримут, зависит от одного очень мощного, но невидимого фактора. И это статус. Просто представьте себе ситуацию, два человека делают в сети одно и то же. Ну, скажем, публикуют какой-то очень смелый и рискованный пост. А теперь посмотрите, какая разная реакция. Просто небо и земля. Одного поддерживают, а другого осуждают. Спрашивается, почему так? Поступок-то один и тот же. В чем подвох? Дело тут совсем не в самом действии, а в том, кто его совершает. А ответ простой. Статус. Он работает как невидимые очки, через которые аудитория смотрит на любое наше действие. И эти очки, по сути, заранее определяют, какой будет реакция. Ну вот, простой пример. Уверенность. Если человек с высоким статусом ведет себя уверенно, все говорят, какой лидер, какое видение. А если то же самое делает человек со статусом пониже, скажут, какое высокомерие, какая наглость. Качество одно, а восприятие совершенно разное. А теперь давайте о самом, казалось бы, искреннем, что есть в сети, об уязвимости. Что если даже демонстрация своих слабостей — это тоже работа и, надо сказать, довольно тяжелый эмоциональный труд? Знакомая фраза, правда, звучит невероятно искренне, но если копнуть глубже, что стоит за этой откровенностью на самом деле, что происходит за кулисами? То есть то, что выглядит как спонтанный душевный порыв, на самом деле хорошо подготовлено. Личные переживания упаковываются в красивый, удобный для подписчиков формат. И самое главное, аудитория уже этого ждет. Это стало частью игры. И для этого даже есть специальный термин «эмоциональный труд». Это когда управление своими эмоциями становится твоей прямой обязанностью, как у стюардессы, которая обязана улыбаться, так и у блогера, который обязан быть настоящим. И у этой работы есть, конечно, свои неписанные правила. Нужно делиться чем-то личным, нужно показывать свои страдания, но не слишком сильно, а то аудитория устанет. Нужно быть реальным, но при этом не выходить за рамки привлекательного образа. Это очень тонкая и сложная игра. И все это, по сути, подводит нас к идее некого договора, негласного контракта между тем, кто выступает, и его аудиторией. Его никто не подписывал, но все почему-то соблюдают его условия. И вот тут-то и кроется главный парадокс. С одной стороны, подписчики чувствуют себя почти друзьями, ощущают эту близость. Но с другой, в отличие от настоящих друзей, они не несут никакой реальной ответственности за этого человека. Получается такая близость без обязательств. И, что важно, это ведь не какой-то злой обман, это скорее взаимовыгодное соглашение. Зрители получают эмоции и чувство сопричастности, а автор — их внимание и поддержку. По сути, обе стороны молчаливо соглашаются на эти правила.
В социологии у этого явления есть название — парасоциальные отношения. Это такая односторонняя связь, иллюзия дружбы. Мы чувствуем, что знаем человека с экрана как родного, но для него мы просто цифра в статистике. Итак, смотрите, что у нас получается. Роль, статус, эмоциональный труд — все это сплетается в сложную систему. И главный вопрос — а где во всем этом наше настоящее подлинное «я»? Получается, что наша личность сегодня, она все больше на виду. Она как будто состоит из разных кусочков, которые мы показываем разным людям. И, что самое тревожное, она становится ужасно зависимой от чужого одобрения, от лайков, комментариев, реакций. Ну и в итоге мы приходим к вопросу, на который, наверное, нет простого ответа. Понимание всех этих механизмов — это просто инструмент. Главное спросить себя, а где в этом цифровом мире заканчивается мое настоящее «я» и начинается хорошо сыгранная роль? Это вопрос, над которым стоит задуматься.